Здравствуйте, мои дорогие друзья. Продолжим разговор о Второй мировой войне, о событиях ей предшествующих. Прежде всего, это зима и весна 1939 года. Период очень любопытный, замалчиваемый, тщательно ретушируемый и скрываемый, потому что реальные события, происходившие эти дни, радикально отличаются от тех, о которых нам рассказывают. По той простой причине, что все было не так. Все было совсем по-другому. Начнем с того, что ни о какой войне с Польшей в январе 1939 года Гитлер даже не помышлял, а немцы даже и не планировали. Никаких планов такой войны не планировалось, не создавалось. Войска не развертывались, войска не готовились, пропаганда не велась, народ на войну с Польшей не настраивался. Более того, выступая в Спортпаласе 30 января 1939 года, Гитлер сказал, что германо-польская дружба в тревожные месяцы 1938 года являлась решающим фактором политической жизни Европы. И что польско-германское соглашение 1934 года имеет важнейшее значение для сохранения мира в Европе. На этом фоне решение вопроса с Данцигом и экстерриториальной автострадой и железной дорогой через польский коридор казалось немцам делом техническим. Данциг находится под управлением Лиги наций. Польша там осуществляет ограниченные административные функции. Для Польши ничего не стоит вернуть Данциг Германии и разрешить проложить через свой коридор автостраду и железную дорогу в Восточную Пруссию. Не бесплатно. Не бесплатно. Немцы предложили равноценный обмен. 5 января 1939 года Гитлер, беседуя с польским министром иностранных Беком, предлагает ему в обмен на признание Польши германской юрисдикции Гданьска и разрешение на постройку дороги вполне эквивалентный, по мнению фюрера, обмен за Карпатскую Украину, которая в тот момент принадлежала Чехословакии, но там шли тяжелые и сложные процессы, подогреваемые немцами, кстати, по сепаратному отделению от Чехословакии и воссоединению либо с Венгрией, либо еще каким-то образом. Гитлер решил, что вполне разумно, реально эту территорию предложить Польше. Бек сказал, что предложение хорошее, любопытная, Закарпатская Украина территория забавная, тем более, что Польша на севере с ней граничила, проблем особых не было, но этого мало. Бек ничего не сказал, что это античеловечески, незаконно, что это нарушение прав Чехословакии. Это все пустая ерунда. Он сказал, что ему мало. Что 1 марта 1939 года, выступая в Варшаве в Сенатской комиссии по иностранным делам, Бек объявил, что воссоединение Польши со Словакией, присоединение Словакии к Польше, это право Польши на протекторат над Словакией. Оно обосновывается с политической, экономической и даже этнографической точки зрения. То есть поляки считали словаков недополяками. Учитывая еще сложную и длинную историю Спиша, в общем-то, в этом была какая-то своя логика. Очень ограниченная, специфическая, но тем не менее. Ну, в общем, 21 марта Риббентроп приглашает себе Липского и вновь предлагает передать Германии Гданьск, разрешить проложить автостраду и железную дорогу через польский коридор и подписать очередной пакт о ненападении для закрепления результатов данной сделки. Липский в ответ озвучивает условия польского руководства. Первым из них значится польский протекторат над Словакией. То есть поляки в тот момент были не против отдать Гданьск и разрешить немцам построить дорогу. Поляки требовали за это Словакию. Скромно, но со вкусом. Проблема в том, что Гитлер только что дал гарантии Словакии, личной гарантии неприкосновенности ее рубежей.
Получилось, что Гитлер не держит свое слово, Гитлер балабол и болтун. Более того, он клятвопреступник и изменник. Никому не хочется прослыть таким человеком. Польский посол настаивает. Или так, или никак. Или Германия разрешает Польше распространить свою власть на Словакию и сделать из Словакии свой собственный протекторат, как это сделали немцы с Чехией, либо война. Иначе коридора вам не видать. Ни автострады, ни Гданьска, ничего. То есть поляки действуют как немцы. Немцы объявили протекторат Богемии и Моравии. Поляки хотят получить протекторат Словакии. Взамен они готовы отдать Германии Гданьск, который им не принадлежит, и разрешить построить дорогу, которая просто уменьшит платежи в польскую казну, не более того. Немцы не соглашаются. Поляки говорят, хорошо, тогда мы вам ничего никогда ни за что не отдадим. 26 марта польское правительство публикует свой меморандум, который в намеренно грубой и бесцеремонной форме дает понять Берлину, что, цитирую, «любое дальнейшее преследование цели этих германских планов, а особенно касающихся возвращения Данцига Рейху, означает войну с Польшей». 26 марта Гитлер понимает, что время переговоров окончено. Польше более не нужна Закарпатская Украина. Польша, не получив Словакию, не хочет от Рейха ничего. Польша хочет войну. Откуда растут ноги такой странной польской неуступчивости? Такой геройской и отважной, геройским и отважным пренебрежением германским требованиям? Все очень просто. 21 марта 1939 года премьер Французской республики Даладье и министр иностранных дел Франции Бонне прибывают в столицу Великобритании. Цель – подписание англо-французского договора, направленного против Германии. Советский посол в Великобритании Майский извещает свое правительство, что 22 марта окончательно договорено и оформлено соглашение между Англией и Францией о взаимной военной поддержке в случае нападения Германии. Нападение Германии. Ключевое слово – нападение. То есть пока, на данный момент, на 22 марта, Англия и Франция подписывают оборонительный союз в случае нападения Германии. В этот же день, 22 марта, польский министр иностранных дел Бек предлагает Говарду Кеннарду, английскому послу в Варшаве, немедленно заключить секретное англо-польское соглашение о консультациях в случае угрозы агрессии со стороны третьей державы. 23 марта польский генштаб принимает решение о развертывании 6 полевых армий для войны с Германией. 27 марта президент Польши издает декрет о дополнительном ассигновании миллиарда 200 миллионов польских злотых на вооружение. Тогда курс злотого был 8 злотых за доллар. То есть то, что будет война, ни в Лондоне, ни в Париже, ни в Варшаве уже никто не сомневается. Более того, в этом уже никто не сомневается в Москве. Потому что, как я уже докладывал в предыдущих сериях, 27 марта 1939 года в Москву прибывает министр по делам заморской торговли Великобритании Хадсон. И вот его слова, цитаты. Я их уже цитировал в сокращенном виде, сейчас в полном. Вооруженный конфликт между европейскими демократиями и Германией представляется неизбежным. Общественное мнение Англии вполне убедилось в неотвратимости этого столкновения. Уже сейчас Великобритания располагает флотом, могущим раздавить морские силы Германии и Италии. Воздушные силы Великобритании достаточны для обороны против германской авиации. Наконец, в случае войны на континенте Англия может послать на помощь Франции 19 своих дивизий. Гамелен, это начальник генерального штаба Франции,
заявил в Лондоне, что для успешного противодействия наступлению германской армии он даже не считает обязательной посылку из Англии на континент вспомогательных сил. Если некоторые думают, что для победы над Германией европейские демократии нуждаются в помощи США, то он, Хадсон, держится иного мнения. Англия и Франция смогут справиться с Германией, не прибегая к помощи США. Они уже знают. Они все знают. О том, что война начнется, можно знать только в одном случае. Если ты ее запланировал. Больше никак. Вечером 30 марта английский посол в Варшаве Кеннард передал Беку англо-французские предложения о заключении договоров о взаимной помощи в случае агрессии со стороны Германии. Английское правительство в тот же вечер запросило Бека, имеются ли у него возражения против временной односторонней гарантии Англии независимости Польши. Чемберлен просил дать ответ до утра, так как ему бы необходимо было ответить на парламентский запрос. Бек возражений не имел. Кеннарду ответил, что согласен без колебаний. В последних числах марта создается антигерманская коалиция Франции, Великобритании и Польши. Германия еще не собирается ни с кем воевать. Против нее уже создана коалиция. Это абсолютно достоверный, документально подтвержденный исторический факт. Таким образом, можно констатировать, что 31 марта 1939 года с момента соглашения премьер-министра Великобритании Чемберленом английских гарантий Польши Вторая мировая война становится неизбежной реальностью. По-другому никак. Война будет. И по-другому быть не может. А это еще не все. Дальше будет много веселей. 3 апреля министр иностранных дел Польши Бек едет в Лондон. В этот же день начальник Верховного командования вооруженных сил Германии Кейтель отдает приказ Генеральному штабу о начале разработки плана Вайс. План войны с Польшей. 3 апреля. 2 апреля эту команду Кейтелю дал Гитлер. 3 апреля он известил об этом свои штабы. 6 апреля 1939 года Беком и Чемберленом подписывается англо-польский договор о взаимопомощи. Часть коммюнике. Две страны готовы вступить в соглашение постоянно и взаимного характера с целью заменить существующую временную одностороннюю гарантию, данную польскому правительству, правительством Его Величества. До заключения постоянного соглашения господин Бек дал правительству Его Величества гарантию, что правительство Польши будет считать себя обязанным оказывать помощь правительству Его Величества на тех же самых условиях, что и условия, содержащиеся во временной гарантии, уже данной Польше правительством Его Величества. Подобной временной гарантии постоянное соглашение не будет направлено против какой-либо другой страны, а будет иметь целью гарантировать Великобритании и Польше взаимную помощь в случае любой угрозы прямой или косвенной независимости одной из сторон. Немцы могут сдать назад. Немцы понимают, что они слабее, многократно слабее объединенной коалиции Франции, Великобритании и Польши. Чтобы этого не случилось, Польша предпринимает ряд шагов, которые иначе как провокацией назвать нельзя. Польское правительство распоряжается составить списки подозрительных лиц из числа проживающих в Польше немецких подданных, а также немецкого национального меньшинства. Некоторые группы немецкого национального меньшинства были арестованы и отправлены в концентрационные лагеря. Все притеснения подробно, детально описывает польская пресса и, соответственно, перепечатывает пресса германская. В Германии поднимается вал антипольских настроений. Что это, глупость или измена, я не знаю. Но факт остается фактом. Если бы немцы это не перепечатывали, то, может быть, еще бы все можно было отыграть. Но, увы. 27 апреля Великобритания вводит всеобщую воинскую повинность. К осени 1939-го она
Ее армия может быть увеличена до 2,5 миллионов человек. В ответ на это 28 апреля Германия расторгает польско-германский договор 1934 года. В меморандуме указано на то, что, заключая англо-польский договор, Польша связывает себя политическими обязательствами в отношении третьей державы и отвергает предложенные Германии урегулирование данцигского вопроса, а также отказывается от укрепления дружественных соседских отношений с последней. 5 мая 1939 года в польском сенате с ответом на речь Гитлера выступает Бек. Я извиняюсь, что приходится много читать, но это важно, потому что документ нужно цитировать из письменных источников. Своими словами лучше не передавать. Бек заявляет, что Польша не желает урегулирования проблемы Данцига коридора ввиду недостаточной компенсации Польши с германской стороны. В эти же дни в Берлин поступает выкраденный из стен польского генштаба план развертывания польских армий, который предусматривает сдерживание немецкого наступления на флангах и быстрое продвижение польской кавалерии в центре. Эта кавалерия должна быть наступать на Берлин. Вот так. Немцы понимают, что ситуация складывается абсолютно не в их пользу. Они стоят на пороге большой войны с триумвиратом держав, которые совокупно многократно сильнее их и в военном, и в экономическом отношении. Немцы пытаются сыграть на опережение. Немцы пытаются найти поддержку там, где раньше они могли найти только, в лучшем случае, плевок в лицо. 1 мая немецкая пресса выходит с довольно удивительными заголовками о том, что День труда – это общий для Германии и СССР праздник. Это было впервые после почти 5-летней кампании ненависти к большевистскому правительству в Москве. В России это заметили, в СССР. В СССР это замечают. 3 мая Народным комиссаром иностранных дел назначается Вячеслав Михайлович Молотов вместо товарища Литвинова, который отправляется послом в США. Литвинов, он же Мейер Валах, действовал сугубо в рамках теории о том, что с Германией СССР должен воевать в любом случае в союзе с западными державами. Молотов придерживался иной точки зрения. Поэтому он стал наркоманделом, а Мейер Валах был отправлен в почетную ссылку. И он, впрочем, успел еще наделать пакости для Советского Союза. Но не только немцы ищут благосклонности Сталина. Дружественный нейтралитет СССР нужен и союзникам по первой антигитлеровской коалиции, хотя бы для того, чтобы Польша не держала на Востоке лишние вооруженные силы. Поэтому Англия и Франция начинают зондаж советского правительства на предмет заключения неких соглашений, по которым бы СССР тоже бы стал участником, пусть и пассивным, первой антигитлеровской коалиции. Сталин терпеливо ждет от союзников каких-то предложений. Каких-то компенсаций, каких-то преференций. Чего такого, за что бы СССР мог впрячься в эту авантюру. Союзники не предлагают СССР ничего. Это научный факт. Миссия союзников, которая прибыла на пароходе в СССР летом 1939 года, ограничилась невнятными разговорами о союзе свободных держав против диктатуры и прочее тра-ля-ля. Когда Ворошилов четко спросил, какие силы они готовы выставить против Гитлера и на что они готовы пойти во имя того, чтобы победить, они спросили, а что даст СССР для войны? Ворошилов продиктовал список воинских частей, которые могут участвовать в войне против Германии, и спросил, каковы интересы СССР.
Никаких. Союзники пугали Сталина тем, что СССР станет следующей после Польши жертвой агрессии Германии, что вот немцы разобьют Польшу и ворвутся на территорию СССР, устроят тут резню и убийство, и, короче, все под караул. Поэтому СССР должен впрячься и помочь, просто потому, что они хорошие, а немцы плохие. Никаких компенсаций и приобретений для СССР не предполагалось вообще. То есть СССР, в качестве мальчика, таскающего каштаны из огня, не более того. В это время немцы начинают свой зондаж. В мае, июне, июле 1930 года прошло несколько встреч советника германского посольства Хильчера с Пикаяном и германского посла Шульцбурга с Молотовым. Немцы старательно предлагали заключить с СССР кредитный договор. Вопрос шел о деньгах. Даже не столько о деньгах, сколько о поставках Германии продуктов и товаров, которые были крайне необходимы для Советского Союза, которые в СССР не производились и в которых СССР испытывал острейшую нужду. Были подписаны кредитные договоры между СССР и Германией. Германия предлагала Советскому Союзу приобрести новейшее вооружение, технологии, станки и оборудование, самолеты, танки, всю сопутствующую им документацию. А СССР, в свою очередь, обязался в оплату всего этого технического чуда поставить пшеницу, нефть, подсолнечный шрот, руду, молибден, марганец. В общем, сырьевые товары, которые можно купить везде, где угодно. Когда, как, скажем, те же гидравлические пресса для обработки металла СССР у себя не производил и вынужден был их покупать за золото в США или Великобритании. Немцы готовы были поставить их за пшеницу и нефть. Это полностью устраивало Сталина, и он согласился подписать кредитный договор с Германией, а позже и пакт о ненападении. Немцам нужен был дружественный нейтралитет СССР в предстоящей войне. И Сталин его немцам обеспечил. Подчеркиваю, дружественный нейтралитет. Ключевое слово здесь – нейтралитет. Немцы хотели определенности на Востоке, они ее получили, и они дорого заплатили. Но это того стоило. А то, что союзники не предложили Сталину вообще ничего, означает лишь одно. Союзники были уверены в своей превосходившей Германию мощи и не сомневались в том, что они победят немцев при любых обстоятельствах. Поэтому будет СССР дружественный нейтралитет к союзникам или враждебный, их по большому счету не волновало. Им получится хорошо, не получится, да и хрен с ним. Так и получилось. Немцы ради того, чтобы добиться своих целей, сделали максимум и добились их. Союзники не имели серьезных целей в России и не добились их. То и получилось. Пока все.